Так, привет-привет. Мои заросли отпоились, помыла их душем, вы все видели. А сегодня думала пересаживать, но нет. Пока не пересаживаю, хотя вон приготовила горшочки, кору. Завтра будем пересаживать, но пересаживать будем в этом видео. Сегодня видите, у меня два пузыречка. Это Oberon Rapid. Я еще в прошлом году купила, не пробовала еще обрабатывать. Вернее, не пробовала до сегодняшних дней обрабатывать. Полгода пролежали в схованке эти два пузыречка Oberon. В общем, я уже их обработала. Тут даже вот мокро. Они уже подсохли, поэтому я сюда пришла. Пока они были мокрые, листья от обработки были пока мокрые, я их не трогала. Почему Oberon Rapid? Потому что это инсектицид и акарицид одновременно. Как я разбавляла? Я разбавляла на литр 0,6 миллилитра, но разбавляла не литр, а пол-литра мне хватило. И там даже одну локацию я прошлась. В общем, они тут все обработаны, но так как уже все высохло, то уже можно с ними пообщаться. Видите, неустойчивые они. Неустойчивые, их надо пересаживать в нормальные горшки, снимать вот этот вот весь кокосовый субстрат. Значит, смотрите, видите, на листьях не видно капелек. Обрабатывала с добавлением прилипателя. Что я использовала к Oberon Rapid в качестве прилипателя? Моющее средство. Спросите, какое? Я вам скажу, это Фрош. Нужен, чтобы он не выпал в осадок, нужен с нейтральным pH прилипатель. Как бы прилипатель отдельно я не покупала, но использовала, говорю, вот этот Фрош для мытья посуды. Сейчас я вам принесу, покажу. Вот я вам покажу свою баклажку 5 литров. Я постоянно покупаю вот такие большие бутылки. И уже много лет я мою посуду только вот с этим средством. Я все думала, какое же средство использовать, чтобы Oberon нейтральный. Какое средство нейтральное? Смотрела видео, говорят про эти фейри, но которые перестали нормально работать, когда их добавляешь. Я буквально один брызг дозатора использовала вот этого вещества, вот этого моющего средства. Почему? Потому что он нейтральный. Вот смотрите, написано, девчонки, сейчас так положу. Видите, где тут? pH нейтральный для шкіры, дерматологично протестованный. И действительно, он, когда я добавила, потом сюда наливала и мелкодисперсионным я пользовалась, он прекрасно с ним среагировал, с Oberon Rapid, и хорошо по листикам улегся. Это после душевания. Хотя вижу вот капли. Но надеюсь, что пленку он мыльную создал. В общем, профилактическая обработка произведена. Также две подружки фаленопсисов. Я тоже орхидейки обработала. Так, а что еще? И катесетумы я обработала. Вот они здесь у меня тоже стоят. Сейчас, конечно, сюда солнце поворачивает. После обработки надо бы их отсюда снять. Вот эти катесетумы новенькие. Я их, конечно, продушевала здоровски. Но ничего. Так, после обработки надо их-то убрать от солнца. Я, наверное, вниз сюда поставлю. Солнце у меня после обеда. Видите, я выделила такие поддончики. Потому что как бы еще не пересаживаю. Хочу, чтобы они хорошо здесь освоили горшки. Так, идемте-ка, друзья. Пока солнце вот тут постоите внизу. Они уже обсохли. Надо подождать пару часиков, чтобы они пообсыхали. Так, это у меня тот, который я на OLX покупала, катесетум.
как он себя чувствует, спросите вы, тоже я его заодно. Но я его уже обрабатывала, но таким, знаете, средством, просто пшикалкой такой. А это уже Абероном обработала вместе со всеми. Как он тут себя чувствует? Ну, непонятно, пока не видно прям такого стремительного роста. Это черная морковка Flat Clarkiara, которую мы с вами на Лимане распаковывали. Так, вот они обработанные, пускай здесь стоят в тенечке. Так, ну эти я сейчас составлю. И пускай пока здесь ночуют, а завтра мы пересадим. Вот эту я что-то не хочу трогать. Она такая симпотная, ее можно пока посадить. Это у нас Farmery дендробиум. Он отличается, конечно, от моего несчастья. Но мое несчастье так цветет, так цветет. Видите, у меня что с бульбами дома происходит. Жарко ему здесь, но другого места я ему предложить не могу. Но цветет. Кто-то мне писал в комментариях, конечно, видите, какие они красивые приходят, и какие они становятся. Но цветут. У меня цветет он постоянно. Надо уже вот этот цветонос срезать, он уже все засох. И вот листья пообрезать тоже. Желтеет. Желтеет, скидывает листву. Вот новая бульба выросла и начинает желтеть листики. Жарко. Надо, наверное, влажность здесь поднимать. Но я даже не знаю. Это невозможно. И скорее всего, что эта красота тоже вот такая станет. Бульбы у них похожие, да? Похожи бульбы? Похожи. Так, все, обработан. Красавчик, все нормально. Все нормально. Но у них была, конечно, обработка перед тем, как они к нам ехали. Ну, на всякий случай обработали. Прям хоть полюбоваться, какие они бывают сочные, красивые. Так, я, скорее всего, завтра 3 пересажу. Здесь новая бульба. Возможно, пойдут новые росты. А может, какой-то и сейчас пересадим, да? Что его тянуть? Но больше всех в пересадке нуждается, конечно же, вот этот красавчик. Да? Смотрите, какие корни. Прям просятся. Это мини-е. Мини-яя. Ну, я так читаю, может, я неправильно читаю. Мини-яя. Он цвел. Видите, цветоносы здесь были. То есть он, вот, может, вот эта бульба зацветет. Как интересно. Вот старая бульба. Мини-яя. Это мой первый Dendrophalaenopsis. Он прям, да, он прям из горшка прям выпрыгивает. Вот надо будет сейчас обобрать вот этот кокос. Он мокрый. Я ж его душем смачивала. Давайте мы сейчас эту яю и пересадим. Будет такой, знаете, первый подопечный, который пойдет в новый грунт. Мне прям хочется. Я буду использовать мелкую фракцию коры. Тут она с ферамисом, с мхом, с лимошиной перьей. Тут еще даже что хочешь. И там у меня еще есть, если не хватит, вот тут у меня кора пиния с кока-чипсами. Остатки. Вот для этих орхидей, вот для дендробиумов, для всех вот этих энциклей. Энциклия, конечно, обалденная. У меня, девчонки, есть витилина, но она такая прям вообще, я не знаю, маленькая. Так, а где мой коврик? Кстати, смотрите, видите, что я нашла у них в посадке? Осмокот, который уже все, вот он полопался. Уже ему много лет. Сейчас я пойду за своим ковриком. И спробуем наш новый коврик. Так, я принесла свой новый коврик. Сейчас. Я уже про него забыла. Собираем его. Я только одну сторону, наверное, соберу, потому что если соберу все 4 стороны, будет неудобно. Так, ну что,
ты легко, он легко вообще оттуда выпрыгнул. Главное бирочку не забыть. Хотя я ее потом воткну в горшок. Здесь он привязан. Видите, там, где влажно, они растут на таких кокосовых грунтах. Корни прям сухие-сухие, не живые, как будто. Ну, они не живые. Можно все это смело, мне кажется, убирать. Вообще солома, видите? Я считаю, что новые бульбы... Вон сколько мусора. А куда же они сыпали? Туда куда-то вовнутрь? Слушайте, это, кстати, вот это волокно, не волокно, а кокос. Вот видите, как пророс корень в него вовнутрь? Прямо попрорастали корни. Неужели такие корни прям сильные? Чего себе? Ой, не хочу, чтобы куст разделился. Ну прям вот держишь, оно прям, я не знаю, непонятно. Но мне кажется, что оно какое-то все безжизненное, сухое. Старые бульбы маленькие, эти новые уже повзрослее. Может, все до конца не убирать. А можно вот этот вот грунт измельчить и добавить просто в посадку, да? Или лучше не надо? Даже не знаю. Он прям там с корнями вываливается. Смотрите, сколько корней. И непонятно, эти корни, насколько они живы. Девочки, оно мокрое. Вот я его прям... Если бы оно не было мокрое, оно бы так не крошилось. В общем, я вот эту часть оставлю. Вот эту вот, видите? Ну вот, может быть, вот здесь еще уберу. Тут вроде как... Ну, прям они сроднились с этим грунтом. Прям, смотрите. Ломаешь этот грунт, ломаешь прям этот самый. Делать 2 куста я не хочу. А ну-ка. 12-й горшок. Даже 12-й горшок мало ему. Вот маловато. Надо какую-то такую прямо плошечку. У меня такой даже нету. Либо на 2 делить. На 2 куртины. На 2. Да, он прям тут просится на 2 разделить. Видите, как он легко делится. Потом пойдут корни, когда, только не знаю, кому что здесь оставить. Они равносильные, 2 куртины будут. Они прям руками вот так вот разделяются. Без особого труда. Вот я даже не рву ничего. Так, все, девочки, буду 2 растить. И будем смотреть, какая хорошо пойдет в рост. Будет лишнее, кому-то из вас предложу. Ну, дождемся корней, конечно. Так, о, вот это другое дело. Так, я знаете, что принесла? Я принесла немножечко смакота. Я тоже немножечко добавила смакота. Так, стоп. Там ссоры вижу. Немножечко, вот чуть-чуть брошу смакота вниз. Хотя, в принципе, я неправильно сделала. Надо перемешать его. А смакот у меня, по-моему, 4-6. Может, вниз немножко мха положить же этого. У меня здесь есть немножко мох, чтобы снизу... Вот есть у меня немножко мха. Чтобы корни тянулись к влаге. По принципу, как я катасету мы высаживаю, да? Почему нет? А почему и нет? А почему и да? Потом коры. Я думаю, это вкусно очень будет ему.
Вот. Господи. Только, может, зря застегнула вот этот воротник. Ну, что я их застегнула? Вот так вот лучше всего. Фу. Простор люблю. Тут завернула. Купила кусок клеенки. Ну, такое. Я думаю, что новые бульбы. Я просто не знаю, с какой стороны они пойдут. Сюда пойдут или, может, и туда пойдут. Будем придерживаться того, чтобы посерединке росли. Вот этого можно тоже добавить. Скажете, что, может, он засолен сильно. Кто его знает, может, и засолен. Но немножечко добавлю. Так его. Чтобы влага ему была. Да? Чтобы пахло домом. Надеюсь, что ему будет в этом субстрате неплохо. Тут и камешки, и все. Вот так вот. Чем бульбовые хороши, вернее, тем, что они даже, вот видите, мелкие даже сыплю, вот серамид, все. Они от нового роста, когда адаптируются и пойдет новый рост, дают новые корни, хватаются за субстрат, и все прекрасно. Так, может немножко пропихнуть. Получился карман. Вот так вот. О, я считаю, что очень даже получилось неплохо. Мне как-то было много 12-х горшков от фаленопсисов, а теперь что-то их немного осталось. Так, ну и со второй деленкой точно так же поступим. Есть у меня еще один 12-й горшок. Прям под попой. Вот эти вот как будто, может, они уже не нужны. Тут как бы как... А, я отрывала и оторвала вот этот вот кусок вместе. Сейчас я его откручу. Мне кажется, что от него толку не будет. Оторвала прям от бульбы кусочек. Видно, что вырвала кусочек. Так, вот этот вот у него новая бульбочка растет. Эти тоже две новые. Так, тоже вниз положим мха. Мох такой уже весь. Так, ну и мне надо доставать. Немножко коры тут соберем. Мне нужно доставать здесь кастрюлю. О, тут еще пачку волокна нашла. Коко-волокна. Запасная ее. Вот здесь у меня с коко-чипсами. О, вот самый раз то, что ему надо. То, что им всем надо. Они такое любят. Можно засыпать так. Перемешать. Это прям вот их стихия. Они любят такое. Ну, мне так кажется. Так, сейчас, подождите, я же должна туда немножко насыпать осмокота. Вот так вот. Конечно, все равно я его, хоть и добавила, но я все равно поливаю, когда рост идет хороший, мощный. Птички, не знаю, я вот это оставляю. Если даже оно не живое, хотя вот плотное, какая-то часть пойдет в качестве удобрения, ничего страшного, правильно? Мне кажется, что вот эти все дендробиумы, может, я, кстати, его сильно заглубила, немножко повыше. Мне кажется, они
не так тяжелы в уходе в плане посадок. Видите, тут у него прям мелкий грунт. Ну, что-то совсем мелкое. Оно, вот я даже немножко добавлю вот сколько вот этих вот чипсов. Сейчас я его... А какую же он сторону растет? В эту. Надо было сюда ближе его. Наверное, он в эту сторону растет. Надо его ближе было вот сюда, вот так вот. К тому краю горшка, правильно? Так. Просто король. Сколько пиния, сколько чипсов мы обсыпаем. И все будет. А завтра я уже его проливом пролью. Пускай сегодня подзаживут все там эти, если какие-то ранки образовались. Ну что, я здесь прям старые бульбы засыпала. Они уже как кладовочки служат. Кстати, вот эту часть можно было смело отламывать. Думаю, что я ее зря оставила. Ну ладно, пусть будет. Все с прицелом на то, что это как органика будет служить. Так, не шатайтесь, пожалуйста. Пойдут новые корни, вот, скорее всего, вот от этой бульбы. Она какая-то немножко, видите, кто-то ее поел. Видно, что без света она начала расти. Видно, в дороге, может. Такая она прям какая-то... Сейчас я подопру вот так. О, все. Ну, вот такие вот две деленочки получились. Тын-тын. Самый большой дендробиум. Вот, кстати, у него вот здесь, в этой деленке, получилась самая высокая бульба. Не дендробиум, дендрофаленопсис. Очень надеюсь, что будут хорошие результаты, что он укоренится и будет расти. А сюда надо добавить, мне кажется, коры. Маловато. Ну, вот так вот, внизу мух, потом смесь коры, серамиса, кока-чипсов. И все. Там вот тут какие-то камешки. Слушайте, что вы с этими корзинками делаете? Я не знаю. Когда-то их что-то парочку оставила. Ну вот в корзинках вот так. У меня, конечно, пока порастет вот этот, не буду его трогать. Буду просто проливать его, да и все. Поставлю в какое-то кашпо. Ну, типа как вот так вот. Да? Вот так вот. Или я на корни поставила, но... Ну, вот так пускай будет. Он тяжелый, набрался воды прям вообще. Вот так пускай и растет. Я его пока не буду требушить. У него, в принципе, там не все так плохо, да? Такой красивый. Вообще обалденный. Так, посмотрим, как этот будет. Тоже, наверное, начнет сушить свои бульбы, как и мой фармери Пинк. Так, ну вот осталось 2, а мне надо... Вот я вижу горшок, я вижу. Не этот большой, мне надо 12-й сейчас, девчонки. 12-й мне нужен. И тут, кстати, есть коры остатки. Мне нужен 12-й горшок. Я эту кору не буду использовать. Хотя можно ее использовать тоже. Тоже неплохая кора. Видите, вот все, что осталось, там высыло немножко, ничего страшного. Все, что осталось от фаленопсисов. Камешки. Все это можно использовать. Так, ну что пересадим? Инциклию не будем трогать пока еще. Мне кажется, ей тоже можно дать возможность адаптироваться получше. Но я прям не знаю, у нее такие тонкие корни. Она сидит в этом. Не, наверное, ее тоже надо пересаживать. Все, ужас. Здесь, по-моему, была бульба. Ну, такая куртинка интересная. Они такие классные. Моя энциклия вообще обняться и плакать. Но я ее маленькая 1,7 купила. А это прям, смотрите, что она растит такое. Лист.
Цвела, что ли, уже? Да, это цветонос был? Непонятно. В общем, пока я ее буду так поливать, посмотрим. Тоже не хочу ее трогать. Ну, давайте тогда вот, раз мы уже деребаним дендробиумы, то мы сейчас этого красавца Катан Санрай, вот его сейчас пересадим вот в этот горшочек. У него корневая такая мощная. Девочки, я повыкидаю эти корзины. Что с ними делать? Это если бы у нас была такая влажность, 70%, можно было бы в корзины высаживать. Так, надо главное поснимать такие, да? Санрай. И это вот я. Угу. Так, ну вот здесь вообще. Так, вы там не заскучали? Что вы делаете? Вы вот сразу вот это вытворяете? Оставляете, просто обсыпаете или снимаете вот это безобразие? Все по-разному поступают, да? Кокос конкретный. Это прям половинки кокоса. Но, видать, у этого товарища такие корни мощные, что ему это пробить вот эту половину ему не составляет труда. Представляете? Тут у него что делать? Тут если начать это все разбирать, я же говорю, душем замочила хорошенько, водички постояли, но легко отдирается. Такое ощущение, что здесь... кстати, смотрите, отодрали его. Это часть, мне кажется. Видите, как часть. А может нет. Как будто часть. Ну, часть отделили часть, высадили в кокос, и вот она так, эта часть росла. Получается, начинаешь отделять кокос, видите? А там вот такие корни. Ты их просто ломаешь. Хорошо, что если эти корни какие-то не очень, а если они нормальные. Видите, как здорово. Просто как потом в этом кокосе ухаживать, вот вопрос. Здесь вообще ничего не сделаешь, не поломав корни. Бульба мощная. Он так красиво цветет. Вот новая бульба. От нее пойдут скоро новые корни. А может уже пошли. Здесь есть корни хорошие. Слушайте, а может так вот оставить, девочки? Вот эту часть. Ну что тут уже отделять? Вот это разве что. Здесь клубок такой корней. Сейчас вместе с корнями отделю. Не, я оставлю. Да? Я просто кору обложу, да и все. Хай себе растет на здоровье. Так его поставим. Вот, сейчас мы ему мох не будем ложить. Мы ему положим камешки, кору. Так, я ему должна еще добавить осмокота. Ладно. Не жалко ничего. Ничего для себя не жалко. Какие-то сухие корни, я их не трогаю. Вот он куда будет расти? Вот так, да? Так, давайте вот так его высадим, чтобы он сюда рос. Может, ему даже... А ну, стойте, давайте вот лучше утопим больше. Вот ниже. Во. Прям интересно будет, как он будет себя вести. Ну, очень даже ничего. Жил в кокосе, буду жить в коре с кокосом. Проливом поливать, да и все. Вот весь осмокот сверху. Пускай будет.
здоровяк, а. Такая бульба большая. Да, он не маленький. Я посмотрела видео про этот сорт. Я же, вы же понимаете, это не то, что лишь бы было. Я насчет каждой орхидеи посмотрела... Ой, девочки, извиняюсь. Уже устала, нет сил, наработалась. Эти две оставляю так. И я насмотрелась видео. Уху-ху, энциклий такой горшочек, а? Красота. И посмотрела видео о цветении, об уходе каждого этого вида. Ой, и я подумала, что почему бы и нет. И вот из дендробиумов мне вот этот приглянулся. Он такими красивыми крупными желтыми цветами растет. Видите, пообрабатывала. Думаю, хотя бы один дендрофаленопсис, получилось 2 одинаковых. Ну, посмотрим, как корни начнет растить. Энциклию я, конечно, вот эту хотела. Она вроде как не сильно кохлятая, это прихотливая. Ну, в общем-то, нагнали мне видео блогеров аппетит, и я решилась. Ой, будет интересно наблюдать, как она вот эта пузика будет расти, чтобы вот такое выросло. Ну, а этот я хотела... Там вообще за ним прям ажиотаж такой. За фармой. Получается, вот 2 дендробиума, энциклия, дендрофаленопсис, и там у меня на полочке 2 маленьких фаленопсиса. А сейчас я вам сразу покажу, вот какая энциклия вот эта приехала, и какая у меня в прошлом году мелкосня приехала, энциклия витилина, и мелкосня вот этот вот тоже не хочет у меня расти. Шоколад. Ансидиум. Ансидиум у меня вообще не получается. Видите, что он делается с ансидиумом? Ансидиум... Ансидиум Шерри Бэби шоколад. Шерри Бэби шоколад. Вот он у меня разлетелся на 2 варианта. И что-то вот эти варианты ужасные. Ну и энциклия витилина у меня тоже при пересадке распалась на 2. Кстати, вот эти 2 фаленопсиса 1,7, которые в этой посылочке были, они здесь тоже обработанные. В общем, смотрите, моя энциклия витилина — это обняться и плакать. Но главное, что жива, правильно? Вот она тоже вот такая вот. Ну вот бульбочки, она у меня растит. Вот это прям пузатая выросла бульба. Она еще ни разу, конечно же, не цела. В размере 1,7 приехала. Ну вы гляньте. Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу, да? Вообще просто, я не знаю. Она настолько... Вот тут новый ростик. Корешульки. Здесь тоже новый ростик и корешулька идет. Ну вот не знаю. Она у меня стояла на солнце. Ну не на солнце. На хорошем освещении. Ей не понравилось. Потом она у меня стояла под искусственным освещением. Ей не понравилось. На блоке она у меня расти вряд ли будет, потому что у меня... Ой, грибы. Это я ее перестаралась, перелила. Грибочки, симбиоз. Она, значит, на блоке вряд ли у меня будет расти. Я заколебаюсь ее поливать на блоке. В общем, я посадила вот так. Тоже гриб. Господи. Перелила, наверное, сильно. Но ничего. В общем, вот такие 2 деленочки у меня энциклия витилины. Они соревнуются друг с другом. Кто активнее будет расти, но пока так себе. Ну, растут. Но, конечно, хочется, чтобы бульбы росли побольше. Вот это, конечно, я просто чуть в обморок не упала. Говорю, боже. Ну, вот что значит взрослое растение и вот такая 1,7 мелюзга. Размер имеет значение. Так, мы закончили или нет? Что я отвлеклась? Насыпала ему тут мусора. Думаю, ему пока хватит столько, да? Или добавим ему еще сверху. Какая-то вообще деревяшка. Вот так вот. Тоже какой-то каменюка. Это вот в грунте попадаются такие разные. О, так, это помыть. Можно вот так поместить. Если корни прорастут, будет замечательно. Так,
Ну все, девочки, эти нашли свои гнездышки, будут поливаться, останутся в этой посадке пока пускай будут, на кокосе пускай растут на своем. В общем-то, вот так пересадили. Это я не знаю, но мне кажется, да, что оно, я бы такая, чтобы порезала, использовала вторично, но мне кажется, что оно уже все. Они уже долго росли в нем, я его выкину. Это уже все, оно даже такое ломается. Но оно такое, знаете, влагоемкое такое прям вообще. Так он сколько воды вмещает. Руки у меня грязные, девчонки. Ну, как у нас у всех, когда мы занимаемся пересадками. Так что всех обнимаю. Ну, вы поняли, да, что я добавляю в Аберон Рапид? Я добавляю с нейтральным pH. И у меня, слава тебе, Господи, оказался под рукой мой любимый Фрошич, который нейтральный. Так что прилипатель можно, конечно, купить, но если есть Фрошич, что покупать этот прилипатель. В общем, друзья мои, сижу такая довольная. Я так люблю, когда новые какие-то растения. Морковочки мои колосятся. Там у меня еще 2 морковочки колосится. А вот эти мой гигант. Сейчас я вам сразу покажу своего. Я его поливала вчера. Это ж мой ансидиум. О, молодец какой. Вот, а где новая бульба? Это мой красавчик, который классно цветет и неприхотливый ни грамма. Мой любимчик и любимчик моего мужа. Это когда он цветет, обалденный дает вот эти цветоносы, пахучие, ароматные, с куколками, с этими монарх джунглей. Ой, девочки, уже если брать ансидиум, так брать монарх джунглей. Вот новая бульба идет. Вот такой вот здоровяк. Вот это у него цветоносы такие были. Хочу, чтобы он, конечно, по 2 давал цветоносы, но он жадина. Такой здоровенный. У него как не бульба, так целое удовольствие. Да, видите? У нас сегодня с вами пробульбовые. И еще дендробиум здесь мой. Сейчас я вам покажу его. Вот он. Вот он. Так, ты уже отцветаешь, что ли? Мой красавчик. Нобели. Не всем нравится, как он пахнет. Что он сейчас не пахнет. Он с утра пах. У него здесь надо, наверное, вот эти уже качалки старые вырезать. Хотя вроде как это ж как... Сейчас, девочки, я его сниму, подождите. Это уже солнышко у меня после 3 начинает сюда разворачиваться. Мне все политы. О, смотрите, какой красавчик. Тын-тырын-тын-тын. Новые бульбы растет. И вот я все время задаюсь вопросом. И вот там новые поросли, видите? Может, вот эти старые, вот эти вот сухие, их пообрезать? Как вы думаете, девочки? Обрезать мне эти старые? Напишите. Вот у меня вот старая, вот старая, вот старая, да? 3. И вот там еще 4 старые бульбы. Вот кума моя обрезает. Она говорит, нафига тебе? А я, ну они уже действительно. Девочки, давайте мы их обрежем. Ну зачем они нам? Только место занимают, да? Я видела и на выставке в Дрездене судендробиумы стояли, и у них пеньки торчали. Значит, надо обрезать, может, такие самые-самые вообще старые-старые, самые сухие. Или что, ждать, пока из них что-то будет. А что тут уже забирать? Ну вот это, например. Ну вот я не знаю прям. У меня и рука не поднимается. Думаю, вдруг наврежу. Но с другой стороны, ну она уже никакая, да? Смотрите, кто на нем жил. Паук. Ну иди, дорогой, я там протравила сегодня их. Иди. Я тебя зацепила. Иди. Все, беги. Я ж протравила их сегодня, всех пробрызгала этим абероном, чтобы пауку работы не осталось, если все поздыхают, букашки. Девочки, все-таки прорежем, да? Ну вот это как бы такая плотная, это тоже плотная. Но они все хорошие. Не, девочки, все, я жду вашей консультации. Напишите, вы вырезаете вот такие 3-4-летние бульбы. Здесь вот вырезано видно, старая бульба. Вы вырезаете их или оставляете?
Мне сначала показалось, что вроде как они... Может, я вот это... Давайте я какую-то одну все же срежу. Не, вот она к низу нормальная. Это тоже плотные. Вот это вот какая-то мне... Хотя тоже... Они все плотные. Еще не понимаю. Пьет много. Вот у него еще сколько много новых бульб. Пожалуйста, вот. 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 Даже не знаю. Но они мне как-то вот, конечно, эстетику куста, конечно, портят. Я понимаю, что у них запас водички. Даже не знаю. Надо, чтобы они совсем высохли. Девочки, я еще подумаю, может, об этом еще где-то почитаю и подожду ваших комментариев, что вы напишите. Пока сейчас сильно лето, жара, не буду обрезать это цветение зимнее. И вот эта качалочка зимой вот цвела вот тут вот везде, и вот сейчас летом мне выдала. Вот такой вот красавчик. У вас цветут нобели? Мой белый цветет регулярно. Красавчик. 2 раза в год цветет. Цветет он у меня вот сейчас, июль месяц. Жарища, он цветет. Красавчик. Вот такой красивый цветок. Вообще, видите? И он у меня цветет когда? Зимой, да? Не, подождите, летом, а зимой, да, зимой, по-моему, к весне ближе цветет, да? Что я уже забыла, ну помню, что 2 раза в год. Но в том году вообще был весь куст облеплен. Вот эти вот все бульбы старые, они все тоже цвели. И вот эти цветы, которые с листьями. И вот, в общем, все цвело. Было это намного краше, чем в этом году. В этом году он не так сильно цветет. Ничего. В общем, пока ладно. Пока не буду эти бульбы старые трогать. Подумаю. Вот это вот ему, наверное, уже сколько, я не знаю. Давненько он у меня нобели. Как в магазине, помню, купила. Маленький горшочек, так вот он у меня уже давненько. Как так вот посадила вот в такой вот мотлах, там разное всякое, того всего, как называется. Так он и нормально растет. Я им просто смокот вот этот вот 6-8, по-моему, или 4-6. Ну, боже, не буду обманывать. Я в конце февраля, в начале марта его просто по поверхности досыпаю. И все. Ну, потом, конечно, с удобряшками тоже поливаю, когда просто душиком иду в душ и проливаю, и грунт проливаю, чтобы соли ушли. Так, девочки, все. Какая красота сидеть в кустах. Всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого наилучшего. Пойдут корни, и если начнет нормально расти вон тот дендрофаленопсис, я с кем-нибудь из вас поделюсь. Но если он будет красиво цвести, то, конечно же, и выживет, и все нормально, укоренится, то поделюсь. Ну, зачем мне 2? С кем-то, кого-то из вас порадует. Это тоже классный дендробиум. Вообще такой королевский. Так, все, что-то я много говорю. Уже, наверное, минут 50. Все, девчонки, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Ловите от меня этот букет дендробиума нобели. О, красота.